Всем привет-привет! Сегодня хочу вам рассказать о способе закрытия петель спицами. Есть такой классический способ, называется полый шнур, который выполняется лицевыми петлями. Кстати, на моем канале даже есть мастер-класс по такому шнуру, ссылка будет в описании. И сейчас она всплыла у вас в верхнем правом углу экрана. А я попробовала такой шнур провязать не лицевыми петельками, а изнаночными. Посмотрите, какой интересный край получается. Он чем-то напоминает рачий шаг, но выполненный спицами. Так он выглядит по лицевой глади. Вот это по платочному узору. Очень красиво смотрится. Если вы вяжете снуд или кардиган платочным узором, то попробуйте закрыть петли таким способом. Очень красиво оформляется край. Благородно смотрится. Метод достаточно эластичный. Он подходит для узоров. Для резинки такой способ лучше не использовать. Вот посмотрите, еще провязала этот полый шнур контрастной нитью, чтобы был более понятен и заметен рельеф. Также он на изнаночной глади и на лицевой. Давайте попробуем его связать. Для такого способа закрытия петель необходимо набрать 3 дополнительных петли. Делаем петельку из рабочей нити и надеваем на спицу. Затягиваем. Еще раз точно так же. Делаем петельку, надеваем на спицу. И последнюю, третью петлю набираем. Дальше первые 2 набранные петли будем провязывать изнаночной. Первая и вторая петля. Третью петлю и первую петлю уже нашего полотна вяжем изнаночной 2 вместе. И возвращаем петли обратно на левую спицу. Рабочая нить за работой. И вновь провязываем 2 изнаночных. А следующие 2 петли вяжем изнаночными 2 вместе. И возвращаем обратно петли. И так вяжем, пока не закроются все петельки. Я уже закрыла платочный узор. Сейчас подошла к лицевой глади. Покажу, тут есть один нюанс при провязывании. Мы также переодеваем обратно петли. Вяжем 2 изнаночных сначала. Дальше нужно вязать 2 вместе изнаночной. Но вот эту вот петлю необходимо переодеть, чтобы она была ко мне передней стенкой. То есть, чтобы она была классической петлей. Если вы вяжете классикой, то вам ничего менять не надо. И выполняем также 2 вместе изнаночной. И таким образом закрываем все петли. Я уже закрыла все петли, у меня осталось вот 3 петли дополнительных, которые мы набрали. Посмотрите, как мы их закрываем. Я ввожу спицу в первую петлю и протаскиваю сквозь нее вторую. Возвращаю обратно на спицу. Опять ввожу спицу в петлю и протаскиваю нижележащую. И вот у меня так петельки как бы наши закрылись. Теперь вытягиваю последнюю петлю и уже обрезаю рабочую нить, разрезаю нашу петельку и убираю остаток рабочей нити и закрепляю с изнаночной стороны. Вот она, наша обвязка готова, которая чем-то напоминает рачий шаг. На этом у меня все. Если вам понравился такой способ оформления края изделия, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите комментарии. Всем пока-пока!